Следующий принципиальный вопрос. Какими возможностями обладает эзотерика с точки зрения развития человека? Да, в чем проблема? Большинство людей считает, что вообще человека изменить нельзя. Да, его там можно расстрелять, но нельзя изменить. Если мы говорим о духовном подходе, об эзотерике, то это с точностью да наоборот. Да, можно посмотреть на окружающий мир, любого человека взять с любыми талантами, достоинствами, способностями, с качествами. Все это заложено в душе практически каждого человека. Человек рождается здесь на Земле для того, чтобы все это раскрыть, да, весь потенциал, который в нем заложен. Душа более-менее устроена одинаково. Да, только все люди находятся на различных ступеньках, различных уровнях своего развития. Да, поэтому список огромен. В данном случае это будет не четкое описание, а в большей степени зарисовка. Что в человеке можно и необходимо изменять? Практически все. Да? Первое, начиная с его представлений, с его убеждений. Это должны быть правильные знания, которые говорят, как реально устроен мир. Да, прежде всего, духовный мир, душа, тонкие миры, духовные законы. Да, для большинства людей возможностей в этом мире нет. Да, позитивные программы, мир – это возможность, воспользуйся ею. И дальше как достигать позитивных результатов, как достигать успеха, счастья, совершенства и всего, что важно для человека. Да, правильные знания. Там, где знаний нет, человек даже об этом не может подумать. Нет слов, чтобы думать, понятий, чтобы думать. Поэтому правильные знания, система представлений, в идеале это система, которая раскрывает огромные горизонты, возможности для роста. Правильные знания, за ними следуют позитивные ценности, фактически это выбор между добром и злом. В зависимости от того, по какой дороге человек пойдет, такую судьбу он и получит. Да, позитивный путь, значит, шаг за шагом можно двигаться вверх, да, из воплощения в воплощение в том числе. Негативный выбор, ады ждут, черти застояли, сковородки пустые. Поэтому система ценностей. Дальше понять, где мы находимся и какие стремления формировать, чему посвятить данную жизнь, где мы находимся, на каком уровне, что нам нужно именно в этом воплощении осваивать. Постановка соответствующих целей, чтобы они были полны, чтобы все сферы жизни были позитивными и усиливали друг друга, а не воевали друг с другом. Качество, как мы воспринимаем этот мир, да, наработка и справедливости, и ответственности, и чтобы был правильный расчет, и удовлетворенность, чтобы мы жили внутри всегда с радостью, да, потому что это позитивная энергия, свет. Доброжелательность, да, это вовне, чтобы можно было бы располагать к позитиву, а не провоцировать конфликтом своим угрюмым состоянием. Поэтому как мы воспринимаем, на что мы настроены, да, что мы себя сформировали. Эмоциональные реакции, чтобы они были тоже сильные, позитивные. Управление собой. Скажем, большинство людей, это же подсознательное управление. Хочу, не хочу, нравится, не нравится, страшно, не страшно. Да, кто идет к успеху? У кого есть над собой власть? Не то, что там что-то бурлит, а какие мне нужны реакции, чтобы я производил позитивное впечатление и достигал цели, чтобы у меня была высокая работоспособность, да, радость в сердце. И человек себя выстраивает, его воля управляет. Большинство людей эмоции управляют, желания, страхи. Воля управляет и разум. Сверхсознательное состояние. Не просто правильно и позитивно, и эффективно, а так, чтобы это была максимальная энергия и максимальные чувства. Если энергия не растет, это может быть правильная по смыслу, но неправильная по состоянию души и по взаимодействию с тонким миром. Как действовать, чтобы энергия росла в каждом слове, в каждом вашем проявлении, да, когда вы идете по жизни. Способности. Если эзотерика, третий уровень развития, внутреннее видение, как на экране компьютера, вы можете получать ответы на свои вопросы. Астральное видение, яснослышание, яснослух, другие. Да, путешествия в тонком мире, фантом вывели и пошли смотреть, как мир устроен. Да, куда можно входить, да, имеете право, знакомитесь, общайтесь, получаете необходимую информацию. Да. Работа с энергией, как сделать, чтобы энергии становилось больше, тогда и счастье, и работоспособность, скорость принятия решения растет.
энергия проседает, разумеется, все падает. Это одни из ключевых вопросов, которые нужно научиться решать. Для этого, конечно, нужно многое знать и уметь. Да? Это правильная система представления, душа, тонкий мир, как устроена. Дальше техники, как с этим работать. Законы, да, какие решения, какие реакции ведут к каким последствиям. И шаг за шагом все остальное, что мы представляем и на нашем вебинаре, и в других мини-курсах. Если ваша цель действительно к счастью, к силе, к совершенству, к максимальному успеху, пожалуйста, как там говорят, успех, да и все хорошее всегда стучаться к человеку. Да, главное, чтобы он был открыт. Да. Пожалуйста, желайте себе блага, ставьте, достигайте позитивных целей. Спасибо, успехов.